Всем привет! Сегодня я хочу вам показать очень интересный узор, с помощью которого мы сможем сделать с вами кругляшки. Я использую 3 вида веревки. Это вот у нас хлопковый шнур, которым я начинаю, хлопковый шпагат и крученая веревка. Вам нужно с точностью просто повторять за моими руками, и у вас тогда получится этот узор, чтобы мне тут лишними комментариями ничего не порушить вам. Вот, внимательно смотрите, я сначала складываю 2 нити вместе и их оплетаю репсовым узлом одним с каждой из сторон, с одной и со второй. Потом мы просто потянем за 2 стороны, и у нас вот этот вот промежуток, который в центре, как бы лишние нити будут, их не будет. Они у нас затянутся, и у нас получится ровная такая полосочка из репсовых узлов. Вот полосочка получилась. Сейчас нам нужно сбоку проделать такое крепление, которое на самом деле у нас полностью повторяет лицевое, но важно, посмотрите, как я это делаю. Сначала я кладу нить поверх другой нити и вывожу в петельку, а следом я кладу за нитью и вывожу опять же в петельку. Мы делаем всего лишь 2 такого крепления, и сейчас нужно будет с другой стороны совершить также. Поверх нити сначала кладем, а потом закрываем как бы и снизу, с другой стороны кладем. И 2 раза также проплетаем. Следующим нашим действием будет соединение нашего кругляшка внизу таким же образом, как мы делали это в начале вверху. То есть 2 нити, которые лежат выше остальных, складываем друг на друга, и сейчас 2 репсовыми узлами с одной и со второй стороны мы закрываем наш кругляшок. А далее я просто продолжу этот узор ниже и ниже. Так будет создаваться у нас несколько кругляшей вниз, и это отличный узор, мне кажется, для ремешка подходит, для панно точно надо попробовать сделать такую сумку. И, естественно, я вам покажу, как плетется хлопковым шпагатом. Мне не особо как-то понравилось шпагатом, он такой более мягкий, но вы посмотрите, как это выглядит. Ну и с крученой веревки это, правда, тоже очень здорово выглядит, она сразу создает такие как бы большие кругляшки. Возможно, потому что крученая веревка 4 мм, но хлопковый шпагат у меня 5, например, а вязаный этот шнур, вот которым я сейчас плету, 4 мм. Можно увидеть наглядно, тут как бы оценить разницу и попробовать, да, тем шнуром, который есть у вас. Вот, я надеюсь, что вы поняли, как плетется этот узор. Если нет, то замедляйте видео, повторяйте внимательно, не ошибайтесь. Если ошиблись, то, естественно, переплетайте. Я думаю, что я больше не буду ничего комментировать. Вы в дальнейшем просто увидите, как выглядит этот узор из шпагата и из веревки. Ну все, до новых встреч в новых видео. Также я хочу сказать, что оставляю этот узор себе на память, чтобы не потерять. В основном всегда снимаю такие видео по узорам для себя, чтобы потом быстрее можно было найти их у себя уже в плейлисте. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь, естественно, на канал. Нажимайте также на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. До встречи в новых видео и пишите, как вам этот узор.